моем воображении Салем всегда был городом ведьм и вампиров. И чтобы обязательно туман, кладбище. Ну, в общем, не место, а средневековая страшилка. А оказывается, это вполне такой реальный город, вполне уютный, современный, с парками и школами. Честно говоря, мне потребовалось время, чтобы принять эту реальность. Откуда вообще взялся этот жуткий образ? Как так вышло, что один маленький город получил такую мрачную репутацию? И что от этого образа осталось сегодня? Туристический аттракцион? Историческая травма? Или просто удачный маркетинг? Мы поехали в Салем, чтобы наконец разобраться, а заодно и посмотреть, какой он на самом деле, за пределами тумана, мифов и хэллоуинских открытий. Из Бостона до Салема можно добраться на автобусе, на поезде, и еще такой экзотический способ, как паром, но это больше для туристов, и стоит он почти $100. Билет в одну сторону на поезде или на автобусе примерно $10. А ехать нужно около, меньше часа. И это водитель, который нас повезет. Салем – популярное туристическое направление. И мрачную известность город приобрел благодаря охоте на ведьм. Это серия судебных процессов, когда жителей города обвиняли в колдовстве только на основе слухов, страхов или доносов. Тогда обвинили 200 человек или больше, а 20 человек казнили. Попадая на Эссекс-стрит, вы сразу оказываетесь в центре туристической жизни города. Здесь находятся самые известные точки, ради которых многие приезжают в Салем. Например, музей ведьм. Или Вич-хаус. Это единственный сохранившийся дом, напрямую связанный с судами того времени. И, конечно же, бесчисленное множество магазинов и магазинчиков, в которых такое можно найти, о чем вы даже и думать не могли. Книга заклинания. Но доход работает? Наверное. Все должно. А на недвижимость в Ванкувере есть заговор? Нет, это жертвоприношение нужно. Сильная магия. Мы шли и пришли в визиторский центр. Здесь тоже много всяких сувениров, но здесь уже Салем с точки зрения истории, наверное. Как на таких лодках через океан переплывали? Мы вышли из туристической части города и сейчас идем в сторону Waterfront, в сторону набережной, чтобы попить кофе, или может быть даже пообедать. Но дома здесь такие странные, узкие, высокие. Я бы не хотела тут жить. Это же надо на 3-й этаж или на 2-й подниматься по лесенке. Лесенка крутая, сразу так надо на 2-й этаж. Не знаю, не прикольно. Но здесь все дома такие. Вот вообще вся улица такая, вообще весь Салем такой, в таких домах. Дом был построен в 1688 году. Что, так и стоит? Рядом был построен, наверное, недавно, не сильно отличается. Похоже, туристы за пределы туристической зоны не расползаются. Улицы пустые-пустые, только машины ездят, и все, прохожих нет. Вот мы вышли к набережной. Народ на падлботах катается. О, Канада! Почувствуйте себя как дома. Вот, мне кажется, ребята с Канады там и плавают. Городской пляж Салема. Мы хотим немножко прогуляться вдоль залива, а потом вернуться на вокзал. А вдоль залива идет такой чудный трейл, не пафосный, удобный, уютный, для своих. Но, очень жарко. Тут раньше жили трилобиты. Что-то нам рассказывают про Салем. Солончаковые болота, говорят, тут раньше были. Они возвращаются там написано. Возвращаются? Болота солончаковые возвращаются. Не то чтобы... значит, они тут раньше были, а теперь возвращаются. Что ты меня путаешь? Все правильно. Даже в Салеме есть православная церковь. Церковь Святого Николая. За один день я увидела 2 разных Салема. Один, тот самый,
с ведьмами и страшилками, почти как декорация, местами даже слишком старательная. А второй – уютный город у воды со старыми домами, парками, богатой историей. Город, в котором просто живут люди. И мне кажется, самое интересное здесь даже не ведьмы, а то, как американцы работают со своим прошлым. Трагические события тут не прячут, не сглаживают. Их объясняют, обсуждают, превращают в уроки и даже в часть культурной идентичности. И одновременно в экономику. Если окажетесь в Бостоне, обязательно выделите день на Салем. Возможно, он окажется совсем не таким, каким вы его представляли. И в этом его главное очарование.